Всем привет, друзья! Вы на канале Safe A World. Сегодня я для вас расскажу историю. Приятного просмотра. Это произошло в глухом сибирском поселке, где лес начинался прямо за калиткой, а дикие звери не были чем-то необычным, их просто старались не трогать. Мужчина по имени Алексей местные егеря не очень жаловал, но природу любил как свою семью. Лес знал по запаху, а по следам мог понять, животное ранено, сыто или испугано. В одну из весенних зорь, когда он, как обычно, пошел проверить капканы, которые ставили браконьеры в обход закона, он услышал глухой рев, прерываемый сиплым дыханием. Он знал, что такие звуки делает не медвежонок и не волк, а взрослая особь, попавшая в беду. Подойдя ближе, он увидел в железную ловушку угодила огромная бурая медведица. Ее лапа была зажата между ржавыми стальными зубьями, кровь уже впиталась в мох, а глаза смотрели на него не с яростью, а с такой тоской, будто она все понимала, что если он уйдет, она погибнет, но если приблизиться, может быть поздно. Алексей стоял несколько минут, замирая от страха и внутренней борьбы, но потом начал действовать. Говорил с ней тихо, как с человеком, отпугивал запахами других животных, вытаскивал лом, клал ткань под лапу, чтобы не повредить больше, и в какой-то момент капкан щелкнул, разжав пасть. Медведица осталась лежать, не бросилась, не зарычала, только перевела взгляд, потом медленно поднялась и, прихрамывая, исчезла в чаще. Алексей не рассказывал об этом никому не из страха, а потому что не знал, как объяснить то, что почувствовал, когда смотрел в глаза дикому зверю. Прошел почти год. Была глубокая осень, ветер срывал последние листья с деревьев, и ночами уже подмерзал воздух. Он сидел дома, пил чай у печки, когда услышал странный глухой звук у калитки. Камера, установленная на заборе для охраны пчел от лис и барсуков, включилась автоматически. Алексей подошел к монитору, взглянул, и в тот момент у него задрожали руки. На экране стояла она, та самая медведица. И рядом два маленьких медвежонка. Они не шумели, не рылись в земле, не искали еду, а просто стояли. Она посмотрела прямо в камеру, как будто знала, куда смотреть, как будто знала, что он по ту сторону. Постояв минуту, она медленно развернулась и ушла обратно в лес, а малышня следом. Он так и не смог потом объяснить, зачем она приходила. Но он сохранил запись с камеры. И каждый раз, когда ее пересматривал, понимал, в дикой природе есть нечто большее, чем мы привыкли думать. Может память, может благодарность, а может просто настоящая связь. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.